Привет, друзья! Сегодня у нас на обзор вот такой вот хаб. Это Minix USB Type-C хаб для Apple, для Windows платформы, для смартфонов, для подключения вот таких вот телевизоров, мониторов, для всего чего угодно. Но он выгодно отличается тем, что у него есть, мать его, картридер. И это то, чего мне не хватает на моем Apple MacBook Air на M1. Вот такой вот использую для частых переездов, легкий и удобный. Короче, ребят, распаковываем для начала, а потом смотрим на его функционал, который заявляется производитель на AliExpress, а потом, конечно же, тестируем и в хвост, и в гриву. Ну что ж, поехали. Та-та-там, Minix. USB-C мультипорт адаптер с гигабитным интернетом. Сзади так расписали. HDMI 4К 60 FPS, гигабит, 2 USB 3.0, картридеры. Вот насчет картридеров это реально круто. И поддерживает macOS, iPadOS, Windows 10. Я думаю, что и на смартфонах заведем. Интересно это решение. Так, коробочку нафиг, инструкцию нафиг. Достаем. О, он металлический. Он металлический, очень классно подходит под дизайн маков. Давайте посмотрим. Вход на 5,2 вольт, 2,4 ампера. Поддержка PD 14,5 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 3 ампера и 20 вольт, 5 ампер. И выходит из него 5 вольт, 900 миллиампер. Это на USB 3.0 и 5 вольт, 3 ампера на самообеспечение. Скажем так, слушайте. Ну, давайте так посмотрим, что у нас здесь есть. Есть у нас USB Type-C под PD зарядку. Есть у нас HDMI, LAN RJ45 на 1000 мегабит, 2 USB 3.0 и есть у нас 2 картридера. Вот этого мне не хватало. Сам по себе коннектор USB Type-C. Опять же, я рассматриваю их очень много различных, и мне не хватает именно углового изгиба, потому что зачастую на Type-C это проблема. Хотя, возможно, так будет лучше, потому что есть моменты, когда угловой Type-C закрывает рядом расположенные порты. Слушайте, ну давайте подключать, тестировать, что за чудо это такое. Воу, цена 60 баксов, ребята, 60 баксов, ну не знаю, чем он может переплюнуть, допустим, тот же самый Ugreen, да, есть, у нас был недавно хаб на обзоре, но вот разве что своим картридером, не знаю, давайте дальше смотреть, что они тут заявляются. Все понятно, он поддерживает 4К 60 Гц, в отличие от конкурентов, которые держат максимально 4К 30 Гц. Ну ладно, 1000 мегабитный LAN есть у всех, и есть у нас картридер, то есть получается из улучшения у нас 4К 60 и картридеры при этом двух типов для microSD и для SD-карт. В общем-то, ссылочка в описании под видео, там сами уже пойдете посмотрите, сколько он стоит. Это, конечно же, проверенный продавец, да еще и оригинальный производитель этих самых хабов. Слушайте, ну классная штука на самом-то деле, но мне опять же не хватает вот этого момента с угловым коннектором. Вот, да, вот вставили, она металлическая, коннектор у нас тоже под цвет мака, поэтому, знаете, такой Apple ассоциированный девайс. Вот я считаю, это Apple ассоциированный девайс. Слушайте, ну подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы уже приступаем к этим самым тестам. А подписаться вам нужно, чтобы не пропустить, во-первых, самые наши интересные обзоры, а во-вторых, конечно же, нужно не пропустить розыгрыши ценных призовых подарков, и ссылки на очередной розыгрыш, вернее, на его условия лежат в описании под видео. Смотрите, мы подключили, начинаем тестировать мы на маках. Так, тестируем сразу же мы на проверку сетевых возможностей, то есть мы сейчас с вами отключаем Wi-Fi и входим в настроечки сети, смотрим, подключился ли у нас USB LAN, где, пока нет, будет, не будет, что вообще происходит. Давайте в другой воткнем, что за беспредел, воткнули. Так, USB, все, поднялся у нас LAN. Это сеть, скажем так, традиционная. И тестируем сразу и скорость. Даже достаточно через обыкновенный спид-тест. Стартуем. Та-ра-та-та-там. Ух ты ж, 800 мегабит. 850, 60, 70.
Неплохо, скажу я вам, неплохо. 880 в пике было. Даже 887. Вот не дотянуло 888. Вот это жалко, понимаете. Так, на 750. Это отличный показатель. Сейчас мы одновременно воткнем туда USB, скажем так, нашу флешку. Отлично все. У нас подключилась USB флешка. Сразу мы используем microSD карточку. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Она на пружине, то есть вам нужно ее нажать, в нее вставить и нажать. Что у нас появилось? Ну, у нас появилась и флешка. Смотрим. Здесь у нас файлики лежат. Давайте свернем, покопируем что-нибудь. Ну, тут как бы с microSD работает, одновременно с ней должна еще работать флешка, и она тоже работает. То есть отлично. Вот с этим вопросов нет. Хорошо, я убедился. Меня интересует еще подключение быстрой зарядки, потому что у нас все-таки есть еще PD-чарджер, и у нас включился второй монитор. Вот он, пожалуйста, мы сделаем его немножечко виднее. Мы можем его как зазеркалить, так и сделать просто-напросто вторым монитором. Смотрим мониторы. Вот он определил встроенный дисплей Retina и LAN, это Lenovo, он тоже есть. И мы можем, в принципе, знаете, как его сделать? В расположении сделать его не зеркальным, и у нас будет два монитора, по сути. Ну, есть как есть, работает, хорошо. Все, на маках у нас как бы по его функционалу вопросов нет. Поэтому Mac мы отставляем. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сразу, не отходя от кассы, врубаем его в смартфон. Вот врубил в смартфон, перехожу в файлы, вот то, что я включил, и смотрим. У нас доступно и картридер. Вот он, H1SD, да, вот. И плюс USB накопитель. Работает? Работает. Монитор работает? Работает. При этом монитор у нас работает во всех режимах, в частности, если мы войдем и будем проигрывать какой-нибудь контент, например, мой какой-нибудь обзор, мы сейчас его перевернем. И, пожалуйста, мы видим, что работает это на полный экран. Ну, так как у меня нестандартное разрешение на самом телефоне, это Full HD+, то здесь, конечно же, оно будет обрезать и делать черные полосы. Так можно еще и масштабировать. Все отлично. Вот это мне нравится. То есть вы можете регулировать масштаб на весь экран. Ну, тут именно очень большую роль играет первичное изображение, которое выводится, первичное разрешение. Хорошо, с этим есть. И плюс мы еще и сеть можем с вами проверить. А ну-ка, отключим Wi-Fi. Сеть у нас поднялась. Спид-тест. Обыкновенный спид-тест. Стартуем спид-тест на нашем смартфоне. Он показывает там что-то? Да, показывает, представляете. Еще и показывает у нас 500 мегабит на смарте. То есть, представляете, вы купили такую штуку. Она настолько универсальна через Type-C, да, и смартфоны, и макбуки. И сейчас еще и винду попробуем. Так, 500 на 900. Отлично, со смартфонами все в порядке. Отключаем и берем мой Predator. Predator на винде. Я как бы понимаю, что винда без Thunderbolt, если у нас виндовый комп не будет поддерживать нормально монитор, ну, есть как есть. Включаемся. Но на винде у нас кроме монитора тоже должно все заработать. Включили. Монитор не заработал, как я и говорил. То есть он не будет здесь работать. Что ж, отключаем монитор, он нам здесь бесполезен, но что мы с вами имеем? Мы с вами имеем сетевое подключение. Сразу можем просто зайти через спид-тест и протестировать возможности этого самого сетевого адаптера Minix, вернее, как сетевого адаптера через USB Type-C. Он показывает примерно те же самые результаты. 800 мегабит, 800, ну, чуть больше 800, колеблется. Но 800 мегабит, это хорошо. Что еще мы сейчас будем тестировать? Мы будем тестировать флешку и картридер. 770 на 900 с мелочью. Смело. Даже почти на 900. В пике было, да, почти 900. Теперь доступ к флешке. Открываем проводничок. Давайте этот компьютер. Флешку он видит. Он вообще много чего тут видит. USB накопителей насоздавал мне. Давайте мы воткнем еще, кроме флешки, SSD диск.
для того, чтобы проверить скорость чтения и записи. Давайте все 3 файлика сейчас отметим и вставляем прямо на рабочий стол. Посмотрим, что у нас получается. 390 мегабайт в секунду. Это охренительная скорость. 390 мегабайт в секунду на какие-то устройства именно внешние. Давайте через USB, да. И теперь мы с вами обратно его скопируем и посмотрим скорость записи 300, 290, 300, ну 300 берем среднюю. Среднюю берем 300. Что и подтверждается. Это очень хорошая скорость. Получается, что у нас здесь все по сути работает. Тот же самый SD-накопитель, тот же самый картридер. А вот для моего Predator это очень актуально. Почему? Потому что в Predator нет картридера. То есть это такой мега-игровой ноутбук на RTX 2070. И картридер здесь вообще не предусмотрен. На нем только играют, на нем ничего другого не делают. А я на нем монтирую. Как-то так. Давайте что-нибудь попробуем с microSD скопировать и скорость проверим. Скорость 85 мегабайт. Все, ребят, у меня как бы вообще вопросов, претензий к нему нет. Я вот реально его рекомендую, я его отключаю. Очень хороший рабочий девайс, и мы обязательно будем его использовать в нашей студии. Поэтому, ребят, ссылки в описании под видео. Классная штука. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и вот такой вот Minix USB Hub на канале Технозон. Пока.